Представители знака зодиака Весы. Здравствуйте, мои дорогие Весы. Таро-прогноз. Знаки судьбы. Февраль 2025 года. Что откроется, что прояснится для вас в феврале? Давайте узнаем. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет, не передаст всю вашу личную историю или то, что вы чувствуете, переживаете в данный момент. Но я надеюсь, что мы останемся реалистами, но в то же время добавим себе положительных эмоций с нашим раскладом, рассмотрим с позиции позитивной психологии те карты или метафору карт, которые нам выпадет, или проведем приятное время с пользой, когда вы свою ситуацию или обстоятельства сумеете переложить на ту энергию, которую подсказывают нам карты. Итак, что же откроется, что прояснится в феврале для вашего знака зодиака? Так будет называться наша первая карта. И если мы сказали знаки судьбы, мы рядом положим вторую карту и попробуем объединить эти два значения. Что же прояснится? Какая ситуация для вас станет очевидной, понятной? Может быть, это будет касаться ваших решений важных, или когда какой-то вопрос не решался, а здесь, значит, будет больше предпосылок определиться для самого себя или самой себя. Итак, это у нас будет «Что откроется, что прояснится». Вторая карта «Знаки судьбы». И третья карта «Какое дело, какое событие, в котором вы думали, поставили точку, а окажется запятая или многоточие, иными словами, что будет продолжаться. И какие возможности придут на ваш порог или в вашу жизнь, что вам важно увидеть, рассмотреть, не упустить, может быть. Какая тайна откроется или какую правду вы узнаете». И пятая карта «Что важно знать или нужно знать?». И мы раскроем, это как центральная карта, но по энергиям мы разложим еще три. И первая карта будет энергия дома, энергия любви, энергия денег и ваших достижений. И достанем карту «Совет» или «Что вам помогает?». Откроем ее в самом конце. Что же откроется и что прояснится? Думы ваши какие-то прояснятся, но у каждого, понятно, присутствует основная тема, видимо, у кого-то деньги, у кого-то смена работы, или что мне делать в дальнейшем с моей деятельностью, может быть и так. Может быть, какое-то событие в личной жизни произошло, и тогда что мне, как быть дальше, или как мне поступить с конкретным человеком. Есть какой-то ориентир, который вы пытаетесь взять. По четверке мечей мы всегда приводим мысли в порядок. И здесь, понятно, у каждого не будет, видимо, общего знаменателя, потому что мы все разные, хоть и определяет нас один знак зодиака, но тем не менее у каждого свои энергии, у каждого свои приоритеты, у каждого свой образ жизни, в конце концов. И все зависит от ваших поставленных целей. Но давайте тогда откроем вторую карту. Каковы же знаки судьбы? А вот нам говорят, посмотрите, тут действительно знаки судьбы, они к вам приходят через энергию. И если четверка мечей, мы ее характеризуем как... Ну, это некоторая пауза, или, может быть, это наш стопор, когда мы сами куда-то не торопимся. Или вы находитесь в позиции или состоянии ожидания, вы ждете важный документ, или это какие-то согласования вы проводите по разным вопросам. Или вы, может быть, личная история, когда не только зависит что-то от вашего желания, а еще пытаетесь разобраться, куда идут наши отношения. Может быть, и так. И ждете, как откликнется человек. И если вот эта пауза или какая-то неспешность, может быть, присутствует на конец января, например, или где-то, я могу предположить, на начало февраля, то тогда знаки судьбы, словно нам говорят, карта скорости, карта, кстати, трансформации. То есть вы не останетесь, может быть, надолго в том месте, где вы сейчас пребываете, вот так может говорить карта. Или если вы ищете работу и тоже патовая ситуация не можете найти, значит, вы ее все равно найдете. Само по себе ускорение. Или те отношения, которые долгое время стоят на паузе. Вы правда с чем-то разберетесь. Вот будет очевидность, что откроется. Ну, какая-то тайна, проблема или ваш вопрос
он будет решен, абсолютно точно. Где-то нам карта говорит, не упусти момент, 8 жезлов. И больше, конечно, жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Или это может быть как свидетельство о переезде, может быть, вы задумали далекий переезд, или какая-то короткая поездка, когда вы просто ждете, вам будет назначена, допустим, аудиенция или конкретное время для встречи, и тоже вы вынуждены ожидать, потому что есть как будто по этому вопросу, по любому вопросу, который вас беспокоит, именно взаимодействие или какой-то отклик, взаимообмен, энергообмен, либо с конкретным человеком, либо с организацией, высокой инстанцией, и вы вынуждены, опять же, ожидать. Так вот, не упусти момент, знаки судьбы, когда у тебя начнет все ускоряться. По 8 жезлов будет как раз этот знак, когда нам словно приходится быстро переформатировать наши планы, самих себя. Меняется наша жизнь, или нам приходит какая-то возможность и совершенно не тем путем, который мы ожидали. К этому будьте готовы, мои дорогие весы. Мне немножко хочется пояснить, и поэтому я достану из другой карты, из другой колоды, точнее, карты, дополним значение, с чем может быть связана 4 мечей. Личная история, принцесса кубков, история любви. С чем еще может быть связано? С каким-то поражением. И что еще? Давайте 3 карты, потому что мы все разные. У кого-то с личной жизнью. Вот посмотрите. У кого-то мечи, поражения. Может быть, опять же, вопросы работы, получения денег, потому что жезлы, да, дела, работа, бизнес, что-то у вас застопорилось, что-то не идет. Или вы пока сами не знаете, какие шаги предпринять. Так вот, вы узнаете, вам выпадает карта мага. Будьте внимательны, потому что, безусловно, тут ваши действия. Ни одна карта ни разу, все, кстати, говорят о том, что мы просто сидим и чего-то ждем. Вот если мы сидим и ждем, мы ничего не дождемся. Значит, либо вами уже были приложены какие-то усилия прежде, может быть, в 2024 году, может быть, это был месяц январь 2025 года. Тут действительно есть ожидание не пустое, а когда вынужденное. Может быть, вы вынуждены себя где-то перестроить в новое направление. Или учитывать, мир наш меняется, и обстановка меняется. Или вы столкнулись, мои дорогие весы, с ситуацией или обстоятельствами непреодолимой силы. У кого-то, может быть, и так, меня смотрят из разных стран. И мы это никак не можем отменить. Но на какой-то период мы в растерянности, мы не знаем действительно, как правильно поступить. Но если вы думаете в этом направлении или ищете выход из какой-то сложной проблемы, мои дорогие, вы дважды его найдете. Обратите внимание, 8 жезлов и карта мага. Не упусти момент, 2 карты говорят. Причем это тот момент, который, как вашу жизнь на 180 градусов может развернуть. Поэтому не отказывайтесь от каких-то альтернативных предложений. Или, когда пусть это будет ваше собственное видение, назовите это внутренний инсайт, или, как мы говорим, эврика, я теперь знаю, как поступить. И пусть, как подсказка внутреннего чувства, интуиции или 6-го чувства, мы говорим, к вам приходит, и вы понимаете, мне нужно поступать каким-то тем образом или способом, которым вы прежде не поступали. Или вы так не делали прежде. И это будет, возможно, единственный выход из создавшегося положения. Карта мага, он все время использует что-то новое или инновационное. И в этом как раз выход из сложного положения или сложной ситуации, или буквально из какого-то стопора. Давайте мы откроем следующую, 3-ю карту. В чем вы думали, поставили точку, а тут как раз будет продолжение. Нам здесь больше карта обрисовывает 5 кубков. Это карта сожаления, и нам говорят о том, что выплакать свое горе. Безусловно, кубки – личная жизнь, поэтому, возможно, у вас по какому-то прежнему событию, которое касалось больше любовной истории или взаимоотношения с вашими близкими. Или, может быть, и личное дело, такое я тоже могу предположить. Так вот, карта очень красноречиво говорит. По тому случаю, событию, отношениям, по которому вы разочаровывались, что-то вы могли уже на чем-то буквально поставить крест. Пойдет продолжение. Или вам может откликнуться тот человек в помощи,
на которого вы меньше всего рассчитываете. С вами может выйти на взаимодействие, допустим, если вы ищете работу и отправляли резюме, даже та организация, где вы тоже своеобразный крест поставили, решили, что они не откликнутся никогда. Или приходит помощь оттуда, откуда мы меньше всего ее ждем. Или это может быть какая-то ситуация, когда это ваше восприятие чего-то, и это было сложно принять какую-то реальность. И, может быть, потребовалась работа над собой, или словно себя уговорить вам пришлось, что что-то не может быть продолжено. И вот поверьте, тут какое-то возвращение из прошлого абсолютно точно оно присутствует. Давайте я узнаю, чего это касается. Вот эта 5 кубков. Что за сожаление у весов? По поводу чего? Рыцарь мечей. У кого-то это будет связано с человеком, когда вы не договорились. И понятно, у каждого по-разному. У кого-то это личная жизнь будет напрямую, а у кого-то это может быть воспоминания по поводу, может быть, неудавшегося какого-то вашего проекта по части работы. Вы к чему-то приложили много усилий, но была сила противодействия, и об этом вы можете сожалеть. И как это будет развиваться, что же вернется? Вы знаете, тут вот в чем вопрос. Вы можете думать о том событии и думать, кстати, о каком-то, вот мы говорили, да, у каждого в своей области будет. Чего бы это ни касалось, мои дорогие весы. Словно вы, ваши мысли, ваши думы, они где-то крутятся вокруг «я должен сделать выбор». Вы должны сделать выбор. А тут решение какого-то вопроса или проблемы лежит с другой стороны. Вам не выбор нужно сделать, а вам нужно что-то объединить. Вам нужно объединить сразу несколько возможностей или воспользоваться разными возможностями. Тут действительно себя приходится адаптировать к чему-то. Карта «Мир» называется так. 2 мечей в этой колоде. Очень похожа эта колода, за что она мне нравится, на герметическую колоду Таро. Я обожаю эти карты, но редко их практически не использую, только для самой себя, поскольку они не очень иллюстративные. Так вот, эта колода, она открывает для нас именно через иллюстрацию понимания. Называется вроде 2 мечей и карта «Мир». Так вот, основное значение – здесь нет сепарации. Здесь есть объединение по тем 2 направлениям, которые ты сейчас думаешь. Или пытаешься найти какой-то, или сделать выбор, выход. Куда мне, направо или налево? Здесь вам не направо и не налево. Вам нужно объединить в единый какой-то путь. Может быть, это те вопросы и задачи, к примеру, когда у вас объединены ваши проблемы, а вы не видите этого, и личная жизнь, и ваше творчество. Или и личная жизнь, и работа. Здесь нужно поддерживать и одно направление или ваш один какой-то интерес, и не забывать о другом. Здесь нужно, если мы про личную жизнь, да, все-таки может быть такое, болит что-то внутри, какие-то отношения, они для вас, показались слишком сложными. Но тогда, может быть, и хочется вам что-то обрубить, отрезать. А карта нам тогда говорит нет. Даже если у тебя сейчас что-то стоит на паузе, не пытайся решить это одним махом. Или не отказывайся от этих отношений. Зависли? Ну и ладно, пусть позволим какое-то время быть в зависшем состоянии. Но не строй на это каких-то грандиозных планов. Но и не отказывайся. Пусть это будет как запасной аэродром, извините меня, правда, так трактуют карты. Нам именно такую энергетику показывают или направляют нас именно в эту сторону. Но и позволь развиваться чему-то другому. Допустим, развивай свое творчество, если у тебя личная жизнь стала на паузу. И если ты в одном направлении работы, допустим, у тебя сейчас возник какой-то стопор, или вы недостаточно довольны тем, какое жалование вы получили в последний момент. Тогда не бросай эту работу, пока не найдешь другую. Вот может быть и так. Или по личной жизни. Может быть, прежде чем вы определитесь окончательно в отношениях, пронаблюдайте,
или поразмышляйте по поводу новых отношений и тех, которых, или того человека, которого вы уже знаете. Здесь, правда, не нужно с чем-то торопиться. Самое главное – мир, баланс в вашей душе. Видимо, быстро в феврале какая-то ситуация, может быть, окончательно не решится. Или будь готов к тому, что придет альтернативный выбор. Да, тут будет ускорение, определенно. Но, может быть, это ускорение будет касаться, когда какие-то новые возможности к вам приходят, и вам нужно будет их принять, или вот этот баланс провести в самом себе или в самой себе. Это карта материальной выгоды. Девятка пентаклей. Для кого-то конкретно то, почему вы переживаете. Или вы могли проститься с какой-то суммой денег. Или думать, не пришел какой-то ваш, может быть, гонорар. Я знаю, что среди вас достаточно количество людей, которые именно творческие. По разным причинам вы могли столкнуться с той или иной ситуацией, когда деньги попросту не получили. И где-то очень разочарованы были, может быть, даже стресс у вас был, я такое допускаю. Вот почему вы стрессанули, мои дорогие весы? Эта ситуация у вас будет разрешаться. И вам придется отстроить совершенно новый какой-то альтернативный путь продолжения вашей деятельности или продолжения ваших отношений, какой-то вашей личной истории или вопросы, которые связаны с переездом. Или если у вас сейчас рассматриваются какие-то важные вехи в вашей жизни, как, ну, может быть, согласование с учетом высоких инстанций, с учетом положений закона, то тогда есть какой-то, может быть, и подзаконный акт с учетом рыцаря мечей. Может быть, вы найдете того человека или грамотного юриста, адвоката, когда вы сможете решить все-таки свою проблему. Поэтому от чего-то не отказывайтесь, если вы сейчас еще не видите выход из создавшегося положения или ситуации. Он определенно будет найден, он сам как будто прорисуется, и вам будет важно это принять и не отказаться, потому что действовать вам придется совершенно по-другому. Тут правда. Вот давайте теперь откроем, какие же возможности придут на ваш порог. Семерка кубков. У вас даже много будет возможностей, мои дорогие. У вас буквально могут разбежаться глаза. Или вы будете опять же на каком-то выборе, как мне суметь совместить сразу несколько направлений. И совмещать же опять же придется. То, почему у вас была какая-то путаница, откроет как раз перед вами новые перспективы. И что будет продолжаться? Ваши планы, ваши мечты будут продолжены. Какое-то дело точно вы сумеете осуществить, но совершенно в других энергиях или с другим подходом. Давайте мы узнаем, какая тайна откроется, или какую правду ты узнаешь. Узнаете правду? Посмотрите, словно высшие силы за вас. Шестерка пентаклей, помощь, может быть, конкретного человека, я уже об этом говорила. Или по этой карте, ну, наверное, пространство Вселенной открывается на ваши чаяния, на ваши желания, на ваши мечты. Это будет более, знаете, ну, как энергия февраля. Может быть, на начало еще какая-то пауза, но постепенно что-то проясняется. Может быть, проясняется конкретная тема по части закона, оформления важных бумаг, и вы увидите эту возможность. Прояснятся ваши отношения, и значит, какая-то ясность точно наступит. Или, опять же, деньги конкретно к вам приходят. Но это для реализации ваших планов откроет совершенно новые возможности. Сама по себе эта карта еще говорит о помощи. Да, где-то я могу допустить, что и вы можете кому-то помогать. И тогда карта говорит: помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Все же мы спрашиваем, какая тайна откроется. Вы можете пересмотреть, и, может быть, вам придется даже это сделать с учетом событий внешних, когда вы свои обязательства пересмотрите перед кем-то. И кому-то вы помогали, допустим, одной суммой, а здесь вам придется несколько изменить эту сумму. Или переформатировать свою помощь, или переформатировать свои обязательства. Вот это тоже будет где-то происходить в феврале. Но для вас это все равно сыграет в плюс. Здесь очень добрая карта на перемены. И какая бы тайна перед вами не открылась, или возможность, помните, для вас это все во благо. Важно чего-то не упустить. Вот я бы сказала так. Карта скорости выпадает не случайно. Что нужно знать для вас?
Вот посмотрите, всегда, когда выпадает шестерки, я говорю, любая 6 – это победа. И шестерка мечей – это карта заслуженного успеха. По нумерологии, если мы берем число 6, вся наша активность, она укладывается как раз с 1 до 6. И 6 – это как вершина успеха или получение уже какого-то результата, опять же. И этот результат, что важно знать, нужно видеть, не отказаться. Это не произойдет именно в феврале. Какая-то история будет продолжаться, мои дорогие. Здесь, или ситуация, или обстоятельства, они у вас проясняются, это да. Успех к вам приходит, но что-то либо должно быть продолжено, либо некоторые вопросы, внимание, мои дорогие весы, они не лежат совсем в плоскости февраля. Они будут у вас решены, но несколько позже. И вам еще придется мужественно пройти какой-то путь, продолжать что-то. Может быть, продолжать себя организовывать по-новому, потому что шестерка мечей как раз об этом и говорит. Нам требуется мужество где-то сделать первый шаг в новом направлении, или использовать новый метод, или решиться на новый вид деятельности, на новый вид творчества, что-то сделать так, к чему мы не привыкли, или мы так прежде не поступали. И это для нас заслуженный успех. Давайте мы теперь откроем, какие энергии в целом будут составлять вот этот заслуженный успех. И это энергия февраля, энергия дома. Может быть, карта умеренности для кого-то говорит, когда нечего хранить, храните спокойствие. Карта умеренности о некотором дзене, о нашем внутреннем. Да, это может символизировать своеобразную медитацию, но это колода ведьмочек, и я надеюсь, хорошо видно. Наша ведьмочка или эльфочка так хитро улыбается. Она сохраняет спокойствие, и именно в этих энергиях вы сумеете рассмотреть новые возможности. Здесь, может быть, и придется чего-то не упустить, но по аркану умеренности, если вы себе на февраль запланировали какие-то важные свершения, договоренности, они могут где-то становиться на стопор. Или что-то быстро по части недвижимости вы не решите. Здесь, в принципе, нам не говорят, что есть какие-то глобальные перемены в феврале, но некоторые вопросы к решению могут ускоряться, потому что все же вторая карта у нас знаки судьбы, 8 жезлов. Постепенно какой-то вопрос по части места вашего пребывания, нахождения или энергии дома, может быть, это внешнее, как я сам по себе дом, или то место, где вы сейчас находитесь, или это ваши домочадцы. Вот тут по-разному может быть. Здесь не будет глобальных перемен, опять же, в феврале. Но постепенно ситуация какая-то будет меняться. Вот в зависимости от того, что вы сами себе наметили. Или буквально вы наметили переезд куда-то очень далеко, в другую страну, кстати. 8 мечей может об этом говорить. И часто символизирует релокацию офиса, или когда мы планируем работу из любой точки мира, или работу на дому. Вот здесь постепенный переход будет. Вы правда осуществите свое желание, все то, что касается с местом вашего пребывания или работой на дому. Но это не произойдет быстро, поэтому храните терпение, храните спокойствие и пробуйте все возможности, которые приходят в вашу жизнь. Энергия любви. Но тут сама по себе любовь. Королева кубков – это карта любящего человека. Здесь есть поддержка, здесь есть эмпатия, здесь есть отклик ваших близких. Или когда вас любят, когда о вас хотят заботиться, когда, в принципе, на этот период для энергии любви более, наверное, удачное время. Или уделите внимание как раз своей личной жизни, об этом нам говорит карта, потому что, как и вы, мои дорогие весы, очень притягательны будете именно в феврале. Так вы, к примеру, можете помириться с каким-то человеком, если прежняя история встала именно на паузу из-за того, что вы не поняли друг друга. Здесь, правда, 5 кубков может закончиться, какое-то разочарование. Или к вам совершенно с новым отношением может вернуться человек. Я могу, конечно, предположить и то, что у кого-то из вас будет сожаление по поводу того, что какая-то прежняя история, она завершилась.
и вы не видите выхода к продолжению. Может быть и так. Давайте мы спросим у карт. Все же мы все разные. Но тогда карта будет нам говорить, даже если у тебя было глубокое разочарование, может быть, много лет тому назад, ты должен построить новую формулу счастья. С чем это связано? Энергия любви. 2 карты. Вы знаете, у кого-то будет напрямую энергия любви увязана с деньгами, как ни странно. Карта рачительности или 8 пентаклей. И это больше о работе. Поэтому если вы сейчас над отношениями нужно работать, поэтому кто сейчас находится в ссоре, вы можете действительно примириться. Но это возможно в том случае, если вы чувствуете, что с позиции второго партнера или оппонента присутствует взаимный энергообмен. Если же какая-то история подошла к концу, то тогда это может символизировать о том, что нужно строить новое счастье. Не сидеть и не ждать буквально, что вас найдут, а самому отправиться на поиски партнера или расширить контакты, может быть. Каким образом? Так вот, для кого-то эти карты будут 2 говорить напрямую, что вы можете познакомиться, допустим, занимаясь каким-то делом, может быть, расширяя свое творчество или реализуя себя саму. Это как самореализация. Может быть, это те как раз придут люди, которые как единомышленники. Иногда наше хобби, кому-то нравится, к примеру, учить языки. И вы будете использовать какие-то группы, отправитесь, может быть, на изучение. Или онлайн-изучение, тоже группа собирается. Вы именно через единомышленников или какую-то свою деятельность можете, тем не менее, познакомиться с человеком. Для кого-то из вас просто вопросы денег будут стоять на первом месте. И потому что и материальный успех, и рачительность, карты будут говорить о том, что я хочу решить какую-то проблему, именно материальную, денежную. Это может быть связано как-то с личной жизнью. Может быть, это человек, который вам приходит на помощь, именно материально поддерживает, на которого вы не рассчитывали, а здесь как раз эта помощь придет. Такое я тоже допускаю. Но, тем не менее, тогда карта будет говорить, прояви все же, или заботу об этом человеке, или как-то откликнись в знак благодарности. Здесь для вас будет очень важна благодарность. Все же я вижу, что вам здесь кто-то приходит на помощь, мои дорогие. Из близких энергия любви, энергия денег. Наверное, как по Венере она взаимосвязана. Или вы будете, где-то больше расчетливы, кстати, мои дорогие весы, и будете рассматривать личную жизнь, тоже где-то как с позиции по Венере. А Венера у нас 3 числа переходит в знак Овен. И для вас это может открыть, с одной стороны, страстную любовь, желание вам помогать, может быть, и материально. И Венера – это не только любовь или чувство, эмпатия, но это еще и деньги. И вы будете совмещать эти 2 направления. Есть любовь, есть деньги. Нет любви, нет денег. И у кого-то это проиграется очень активно. То есть, если есть действительно искренние отношения, то есть и искренняя помощь. Как и с вашей стороны, так и со стороны партнера. Но, опять же, денежные вопросы у вас есть возможность решить. Энергия ваших достижений, а вот будьте готовы к неожиданностям, и опять же энергия денег. Здесь действительно резонирует с 8 жезлов, и карта нам говорит, будь готов к тому, что у тебя появится какая-то возможность, и тебе придется действовать как-то совершенно иначе. Карта говорит, что если в твоей жизни какой-то штиль, пора закончить этот штиль, потому что по рыцарю жезлов мы готовы к неожиданностям, и для нас лучше неожиданности, чем стоячее болото. Какой-то период ожидания у вас все-таки должен быть подведен, к финалу, к финишу, закончен. Потому что если мы не готовы идти в будущее, или мы все время на какой-то паузе, тогда карта будет говорить, будь готов к неожиданностям, потому что перемены все-таки придут на твой порог, и совсем не обязательно, что они нас будут радовать. Поэтому наша активность, она нам помогает выйти судьбе навстречу.
Об этом говорит карта. Хорошо, как карта совет или что вам помогает? Отпускай прошлое. И, видимо, 13-й аркан, безусловно, говорит о том, что то, что у вас не развивается, я где-то вскользь об этом сказала, к примеру, отношения. Может быть, и есть сожаление, но взаимного отклика от другого человека нет. К примеру, вы расстались с кем-то, и за этот период времени, может быть, долго вы уже в одиночестве, и ваша прежняя любовь или прежний ваш партнер уже нашел другую пару. Нечего ждать. Не стоит печалиться, не стоит хранить какие-то воспоминания. Может быть, они и приятные, но оставьте как ситуацию, сделайте какие-то выводы и идите в сторону новых отношений. Кто-то может сожалеть, кстати, о человеке, который ушел из жизни буквально. И тогда нам все карты будут говорить, опять же, что нужно построить новую концепцию счастья. Если сложная ситуация какая-то, как болевая точка, тебя не отпускает, и в воспоминаниях ты вновь и вновь возвращаешься назад, но это тебя может тоже где-то разрушать. Поэтому все же мы идем вперед. Оставьте прошлое, опять же, в прошлом. Не мешайте прошлому строить настоящее и будущее. В целом это будет вам помогать. Или если какая-то концепция по части труда, заработков, денег у вас не сработала, тогда снова отстраивай что-то новое, с учетом новых возможностей, может быть, с учетом новых законов, новых каких-то правил, регулировок. Может быть, и как раз вам выпадал рыцарь мечей в картах-подсказках, когда по закону вы не могли что-то совершить, оформить важный документ или подписать что-то, может быть, оформить отношения, то тут, скорее всего, альтернативный какой-то метод будет. Но это не сразу, как манна нам подается, или на блюде с голубой каемочкой какая-то возможность. Нет, какой-то путь мы должны проделать. Может быть, найти нужных людей, грамотных юристов. Но определенно есть какая-то альтернатива, мои дорогие, и действовать по-новому. Поэтому вам помогает, когда вы не оглядываетесь назад, а идете вперед. Не совсем простой расклад, мои дорогие. Весы на февраль, но, видимо, кому-то важно услышать все то, о чем мы говорили. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.